Love and happiness. Love and happiness. Love and Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я рад вам представить 24-й выпуск видеожурнала HireSet. И в этом выпуске вы увидите 3 сюжета. В данном сюжете я покажу вам женскую стрижку, выполненную на коротких волосах. Во втором сюжете мастер международного класса Наталья Григорьева покажет вам креативную технику окрашивания. В третьем сюжете мы поговорим о нанесении красителя и влиянии температуры на процесс окрашивания. Все сюжеты основаны на исследованиях и разработках международной системы Axiom. Более подробную информацию о системе и обучающих материалах вы можете найти на сайтах нашей компании www.hairclub.ru, а также приобрести видеоматериалы и книги на сайте интернет-магазина www.axiomshop.ru. И самое главное, мы стали мобильными. Теперь вы можете установить приложение HireSet себе на телефон с системами Apple и Android и иметь всегда под рукой наши выпуски. Для этого вам необходимо зайти в App Store или в Google Play и набрать в поиске HireSet. Приложение бесплатно. love and happiness. Стрижка выполняется по правилам разделения третьего лекала системы Axiom. Нижнюю зону стрижем фронтальными диагональными проборами по правилу квадратной геометрии, то есть подтягиваем срезаемую прядь к последней срезанной. Угол оттяжки 90 градусов по отношению к пробору. Угол среза 90 градусов по отношению к оттяжке. Стрижку выполняем во всех плоскостях.
Вторую часть нижней зоны выполняем аналогично, используя фронтальные и диагональные проборы по правилам квадратной геометрии. Фронтальную зону интегрируем с нижней зоной, то есть стрижем фронтальными диагональными проборами по правилам квадратной геометрии. Углы оттяжки и среза у вас будут формироваться в зависимости от желаемого уровня поднятия градуировки. Оформляем линию челки. Выполняем окантовку стрижки. Love and happiness.
Для окрашивания в локальные цвета необходимо волос предварительно хорошо обесцветить, до как можно белее фона осветления. Для этого вы можете собирать волосы пластинами в фольгу, что позволит более сильно и качественно воздействовать обесцвечивающему порошку на меланин волоса. Последовательно окрашиваем пряди по задуманному расположению цветов. Аккуратно наносите краситель на корни волос, чтобы он не протек на соседние пряди. Для загущения краски вы можете либо использовать правило щетинной смеси, либо специализированные средства для загущения красителя, например, Vela Color ID.
Все оставшиеся волосы окрашиваем цветовой баней. По окончании времени хорошо смываем основной цвет с волос и потом попрядно, аккуратно смываем краситель с прядей. Старайтесь, чтобы пряди не перемешивались и не получилось смешение цветов.
love and happiness. В данном сюжете мы с вами поговорим о влиянии температуры кожи и волос на процесс окрашивания. Принято считать, что температура кожи головы имеет холодную и теплую зоны, поэтому наносить краситель необходимо с затылка, то есть с холодной зоны, и в последнюю очередь наносить краситель на теплую зону, то есть фронтальную. Но настолько ли значима температура на этих зонах? Давайте сделаем замеры на различных клиентах. Как видите, температура максимум отличается на 1-2 градуса по Цельсию. И действительно, фронтальная часть головы в большинстве случаев имеет более высокую температуру, чем на затылочной зоне. Но меня в данном вопросе смущает тот факт, что разница 1-2 градуса может сильно повлиять на уровень осветления. Лично я в практике не заметил особой разницы в результате окрашивания, когда наносил краситель от лица или от затылка при работе со средней длиной и длинными волосами. Поэтому мы задались вопросом, а как меняется температура во время процесса окрашивания? Мы сделали замеры и получили результат, что во время реакции температура в холодной зоне и в теплой зоне в некоторых случаях выравнивается, а иногда сохраняет первоначальную разницу. Это можно объяснить тем фактом, что на затылочной зоне волос больше, и у вас появляется эффект бани с увеличением температуры. Для подтверждения нашей теории, что разница температуры зон не несет весомого влияния на уровень осветления, мы окрасили более 40 клиентов, используя один месяц нанесения от лица, а второй месяц нанесения от затылка. В результате я могу уверенно сказать, что разницы никакой нет. Главный аспект, который вы должны помнить, что нанесение должно быть качественным и четким. При этом к нанесению красителя от лица добавляется важный плюс. А именно, у нас часто бывают случаи, когда у вас не хватило 5-10 грамм для нанесения красителя на все корни. А развести их будет сложно с учетом микс-тонов или сложных оттенков. И легкая коррекция цвета на затылочной зоне не так будет бросаться в глаза, как если бы у вас остался один висок с легким отличием в оттенке. А вот температура волос в корнях до 2-3 см от кожи будет намного выше, чем температура волос по длине и на их концах. И часто может иметь разницу в 10-15 градусов по Цельсию, что действительно даст серьезную коррекцию в стиле осветления. Поэтому при окрашивании девственных волос, а также при отросте корней более 3 см, вам необходимо использовать первичное правило нанесения. А при осветлении очень длинных волос с суперосветляющими рядами возможно и применение предварительного разрыхления кутикулы для качественного осветления концов. Резюмируя данную тему, скажу главное. При нанесении красителя не важно, откуда вы начинаете красить. Важно, как вы наносите и какой способ нанесения вы выбрали с учетом диагностики волос. Для более подробной информации о сетах подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.
Подключайте себе на телефоны с системами Android и Apple приложение HireSet и смотрите нас в любое время. Также в приложении HireSet вы можете постоянно отслеживать, где и когда проходят наши семинары по системе Axiom. Если вы хотите больше узнать о системе Axiom и подробнее изучить ее, рекомендую нашу продукцию, представленную на сайте нашего магазина axiomshop.ru. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем выпуске. Love and happiness. Love and happiness. Love and happiness.